Друзья, приветствую вас. Давайте обсудим основные события, что произошло, что важно и что нас ожидает сегодня, и как это будет влиять на рынки. Так, ну начнем со вчерашнего дня. Вчера ФРС приняло решение о том, что будет печатать деньги нон-стоп. И из-за этого пошла и реакция, которую мы вчера вечером наблюдали. Ну и помимо всего прочего, неистовый дед остался доволен. Вот он пишет, что в результате я окончательно счастлив с Пауэллом. Я сказал ему, сегодня была сделана хорошая работа, Джером. Наконец-то станок начал печатать без остановки. Но прогнозирует, что США на пороге рекордного с 30-х годов обвала. Goldman Sachs, уже Morgan Stanley тоже и Bank of America. Но на прошлой неделе мы с вами этот вопрос обсуждали. Я обращал ваше внимание, что может вполне такой прогноз иметь место быть, но относительно значения, насколько будет обвал, здесь говорить сложно. Потому что если будут до бесконечности заливать деньгами, что будет в конечном счете, там, наверное, не 20 и 30, а вообще 80 или 90% от ВВП провалится. Россия отказалась от планов увеличить добычу нефти. Но это, я так понимаю, идет к тому, что вернуться к переговорам с саудитами. Но здесь есть два момента. Первый момент, он связан с тем, что действительно в текущей ситуации просто ее никто не покупает и смысла увеличивать нету. Я так понимаю, там вот это все увеличение нефти, весь сыр-бор пошел из-за того, что вроде бы надо было затыкать дыры в поставке нефти Индии, потому что внезапно пришлось прекратить покупку и продажу венесуэльской нефти, потому что американцы начали оказывать давление. И в силу этих причин, поэтому вроде как и отказались от переговоров с саудитами, потому что надо было срочно где-то брать нефть для того, чтобы затыкать дыры, возникшие от санкций, связанных с Венесуэлой. Вот. Но на самом деле тут, я думаю, все равно не получилось бы увеличить добычу, потому что, смотрите, во-первых, у нас не Саудовская Аравия, у нас большинство месторождений находится в таких условиях, где нельзя быстро нарастить добычу по определению. То есть там нужно дополнительное бурение, там сложные климатические условия и так далее и тому подобное. И такие вещи, они препятствуют тому, чтобы вот взять захотел и увеличил добычу. Нет, здесь так не получится. Это не Саудовская Аравия, где дырку пробурил и сразу нефть потекла. Потом следующий момент. Вот у нас как-то этот вопрос особо не обсуждается. Дело в том, что добыча нефти, она ведется сейчас за счет тех геологических разведок, которые были произведены в советское время. Я что-то не слышал о том, что с момента развала Советского Союза были сделаны какие-то весомые действия в плане обнаружения и исследования новых месторождений нефти. То есть, банально просто нету этой нефти новой, открытой, которую можно качать. Поэтому, конечно, тут насчет вот этих грандиозных планов мы увеличим добычу нефти, мне кажется, здесь эта задача, она была изначально либо нереализуема, либо крайне сложно реализуема. В отличие от саудитов, у которых там немножко просверлил в другом месте, и нефть потекла, потому что у них ситуация совсем другая. И также и сланец. Сланец очень быстро восстанавливается добыча, потому что там все сводится к компьютерному моделированию, анализу структуры местности, породы. И исходя из этого просто бурятся не такие масштабные скважины. И эти скважины, они очень быстро заново бурятся, развиваются, восстанавливаются и так далее. То есть у них тоже ситуация не такая, как у России. То есть России реально сложно наращивать добычу нефти. И в силу специфики российской добычи нефти также сложно ее и останавливать, и сокращать. То есть у саудитов и у сланцевиков у них вопрос с сокращением добычи решается очень быстро. И потом, в общем-то, это можно легко восстановить. В России ситуация совсем другая. Здесь и нарастить сложно, и потом восстановить
то, что вот оно как бы забито, эти скважины, их очень долго и сложно восстанавливать. И поэтому Россия здесь, собственно говоря, количество степеней свобод в данном вопросе, в части там ограничивать добычу или наращивать добычу, оно значительно ограничено, в отличие от США и в отличие от Саудовской Аравии. Это к вопросу о том, что какие здесь могут быть доводы, зачем так было поступать. Тут как бы на самом деле и у Российской Федерации очень мало возможностей по маневру в плане наращивания или снижения добычи нефти. То есть этот процесс должен протекать значительно более плавно, в отличие от Саудовской Аравии или США. Ну вот, ЕС наконец-то приостановил пакт стабильности и роста, то есть позволяет государствам дополнительные вольности касательно дефицита бюджета и потолка госдолга. Ну, тактически это решение правильное, потому что оно, скажем так, развяжет руки ряду государств в плане решения текущих проблем и вопросов. Но, с другой стороны, в более долгосрочной перспективе и для Евросоюза, и для европейской валюты это, конечно, минус. Так, ну и, конечно же, правительство признало Макдональдс стратегическим предприятием. Ну, что есть, то есть. Но помимо того, что врубили станок печатный, демократы вот вышли с альтернативным законопроектом о том, что предоставить там не 2 триллиона, как Трамп предлагал, а 2,5 триллиона. Но это более демократическая и истинная, скажем так, помощь американцам и так далее и тому подобное. Помимо того, что будет сумма больше, там предполагается, ну, как бы сумма больше, чем Трамп ранее предлагал. Вот из-за чего весь сыр-бор был. В воскресенье отклонили законопроект там на 2 триллиона и с различными мерами в плане преодоления текущей ситуации. Сейчас демократы, вот их в Сенате лидер Пелосис вынесла новый демократический настоящий законопроект о том, что будет больше выделено бабла, будут разрешены большие неплатежи по времени по ипотеке, автомобильным кредитам и другие послабления введены. Но вот здесь на самом деле там 1400 страниц вот этих послаблений, которые демократы предлагают ввести, новый законопроект. То есть там абсолютно фантастические меры в части отсрочки платежей по ипотечным кредитам, по автокредитам. Там даже предусмотрены случаи, когда кредиты списываются, потом различные налоговые послабления, чеки предлагается больше давать, чем дед предлагал. Вот. Ну и вообще как бы это те меры, которые реально государство, которое заботится о граждан и отражает их интересы, оно предпринимает в такой ситуации. То есть вот, ну, достаточно просто открыть, почитать детально и понять, вот как государство нормальное, оно должно в кризисной ситуации действовать. Там не санкционные продукты давить и налоги новые вводить и пресс запускать, а именно как бы людям позволять из этой ситуации реально выходить и всевозможные налоговые льготы предоставлять и деньги. Вот. Ну, скорее всего, с учетом того, что демократы с этой инициативой вышли, в ближайшее время этот закон одобрят, если его уже не одобрили, по-моему, не одобрили. Вот. И это послужит дополнительным основанием для того, чтобы американские рынки продолжали отскакивать. Вот, на основе тех мер, которые своим гражданам выделяет Соединенные Штаты. То есть это, наверное, послужит новым витком отскока. Но вот в США возникла новая проблема, закупленную туалетную бумагу, которую накупили в результате паники, ее магазины отказываются назад принимать. Такие бумажки выдают о том, что мы назад не принимаем. Туалетную бумагу, памперсы, различные эти самые средства, там дезинфекционные воду и так далее. Но тут без всякого злорадства это всего лишь один из показателей, что люди, которые поддаются панике, они всегда попадают на что-то. То есть они попадают, ну, попасть на туалетную бумагу это не самое страшное последствие неадекватных действий в результате паники.
Ну и вот рассуждение о том, что мир, в котором мы живем в связи с этой ситуацией, не будет больше прежним. Это то, что занимает американские умы в связи с текущей ситуацией. Так, ну и вот здесь возникла накладочка в части расхождения по золоту. It's selling like a toilet paper. Физическое золото продается так же, как туалетная бумага. Но это как бы шутка касательно того, что несмотря на то, что бумажное золото, фьючерсы падали на прошлой неделе, как мы с вами помним, физическое золото, на него спрос только растет. То есть сложно купить слитки, монеты и так далее. То есть их как бы сметают и покупают, и спрос на них продолжается, в отличие от бумажного золота. И это создает парадоксальную ситуацию, когда, в общем-то, начинает отличаться то, что на бумаге, фьючерсы, и то, что реально поставляется. Ну и вот российская пресса, что пишет по поводу текущей ситуации, дни до дна, что там эта неделя, в отличие от предыдущей, не началась катастрофа. Ну здрасте, как же. Только неделя открылась, Америка рухнула, стоп-торги были. Минус 5% по S&P. Конечно, они тут же побежали, собрались. Дед еще надавил на Пауэлл и сказал, все, будете печатать, теперь уже без остановки. Потому что так жить нельзя. Вот сразу демократы активизировались, тут же на 1400 свой новый трактат подготовили о том, как будет осуществляться помощь гражданам в текущей ситуации со стороны правительства. Так, ну давайте посмотрим, что у нас по индексам, какая текущая ситуация. Ну, проседает кризисный индекс золота в серебряных унциях. То есть это говорит о том, что серебро, оно растет более активно и, скорее всего, рост его продолжится в такой ситуации. На фоне выделения новых мер по тушению возникшей проблемы нефть отскакивает. Она уже как бы бренд $28 за баррель. Хотя вдумайтесь, месяц назад нефть $28 за баррель, это просто смех был вызвало. Так, фьючерс на S&P тоже отрастает, 2300 уже пробили, и, судя по всему, будет закрепление выше этого магического значения. Индекс доллара проседает, ВИКС вчера припал, так называемый индекс страха, индекс волатильности. Так, Индия сегодня немножко отскакивает. Так, что касается, в Японии достаточно мощный рост, аж на 6%. И Китай тоже чуточку отрастает, отскакивает. Так, что у нас? Ну, золото немножко начало расти, бумажное. Палладий очень хорошо на 1700. С такими темпами сегодня-завтра 1850 цель отработает. Так, ну природный газ, он болтается на низах. Платина и нефть WTI тоже отскакивает достаточно хорошо. То есть нефть на 5% отскакивает. Американская нефть. Так, ну и серебро. Серебро отскакивает на 4%. Медь и никель тоже в плюсе. Ну, в общем-то, тут вся картина на то, чтобы сегодня с утра был хороший рост на российском рынке. Так, из событий, которые сегодня ожидаются, макроэкономические. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии. Вот это очень важный фактор, потому что экономика Германии, она сосредоточена на том, чтобы что-то производить и экспортировать. В 11:30 здесь, возможно, будет волатильность как по евро, так и вообще на мировых площадках. Но с учетом текущей позитивной динамики было бы логично, чтобы индекс деловой активности вышел лучше, чем ожидается, то есть выше 39,6. Ну, как бы это было бы в тренде, и это было бы вполне как бы нормально. На самом деле, конечно, сложно сказать, как будет, но я думаю, скорее всего, он выйдет положительный. Так, индекс деловой активности еврозоны. Ну, на самом деле, там Германия, она все определяет. Еврозона это так, объединение вокруг Германии. И в США в 17:00 продажа нового жилья. Вот это тоже существенный фактор, который указывает на состояние американской и мировой экономики. И здесь может быть расколбас в 5 часов. Так, ну и вроде все касательно основных важных моментов. Так, ну по S&P мы видим сегодня отличное движение наверх. Фьючерс на S&P.
Но по китайскому индексу вышли из этой консолидации и все-таки вот от этой волшебной линии 3540 здесь удержались. Сейчас от нее отскок формируется. Если будет все хорошо, цель отскока 4000. Ну и со всеми вытекающими позитивными последствиями. Так, друзья, давайте вот по нефти глянем. Ну смотрите, здесь как бы четко рисуется сильная поддержка, которая находится на 25. Видите? Ниже 25 ее не пускают. То есть отсюда произошел отскок. И вот этот отскок, он развивается на растущих объемах. Если никакого трешака не будет в ближайшее время, то увидим отработку тех целей, которые заложены вверху, вплоть до пробития 31 и проторговки выше 31. Сохраняется вероятность короткого задерга. Вот здесь есть цель движения 26,1 и есть цель движения на 25,6. То есть короткие задерги могут быть сюда. При текущей формации вероятность того, что пойдет движение и будет пробитие сейчас 25,1 и 24,52 достаточно мала. Но в дальнейшем все-таки может измениться расклад, и мы вернемся к этой ситуации и будем тестить 24,52 и проваливаться вниз. Пока как бы здесь вот эта разворотная кракозябра возникла, удвоенная, плюс рост на увеличивающемся объеме. И вполне как бы думаю, есть и основания прогуляться на 31, его пробить и там закрепиться. Но с текущей ситуацией, с тем, что ФРС фактически неограниченно будет печатать денежные средства, разворот по индексу доллару произошел. И если вот этот позитив он сохранится в части монетарной политики, ну как позитив, ведущий к гиперинфляции в будущем, то мы увидим вот в самые ближайшие дни пробитие 185 вот этого уровня и корректировка доллара к основным валютам. То есть доллар будет ослабляться к основным валютам. Это, в общем-то, и будет являться указанием на то, что кризис ликвидности завершился. И приведет к тому, что евро и иена будут укрепляться по отношению к доллару США. Ну и вот что мы видим на часовом графике евробакса, то есть евро начал расти по отношению к доллару. Вот, и соответственно, если вот этот растущий тренд, новый канал не будет сломлен в ближайшее время, то мы вполне можем увидеть движение не только на 1,15, но и на 1,2122. Ну и при текущих обстоятельствах мы сегодня, скорее всего, увидим закрепление индекса ММВБ выше 2300. И, возможно, даже сегодня будет пробит 2380, если ситуация с ростом нефти продолжится.